Федеральная столица Австрии. Население с пригородами 2 миллиона 300 тысяч человек. Ослепительно красивый город. В течение многих столетий Вена была городом-резиденцией династии Габсбургов, а во времена их правления столицей Священной Римской империи, а чуть позже и Австро-Венгрии. Здесь все говорит об имперском прошлом этого города, а величественные архитектурные ансамбли делают Вену одним из самых блестящих городов Европы. Бетховен, Моцарт, Штраус, Густав Климт, Леон Фехтвангер, Фрейд – все это имена былых жителей Вены. Город-музей, город-памятник, город-вальс. Современная Вена только приумножила былую славу 5-й раз подряд, занимая первое место в мире по качеству жизни и комфортности проживания. Венский комплекс зданий ООН на станции метро Кайзермюллен огромен. Мы не можем сказать точно, сколько людей там работают и сколько ежедневно бывает там в качестве визитеров, экскурсантов и гостей. Но внутри это более всего напоминает муравейник. Работа идет непрерывно во множестве залов и аудиторий. В этом году сообщество людей, употребляющих наркотики, на встрече CND было представлено 11 активистами из нескольких стран региона Восточной Европы и Центральной Азии. Ну скажи, как твое впечатление о CND? Что сегодня важного, интересного тебе удалось увидеть, услышать? В чем поучаствовать, возможно? Сегодня мне повезло встретить чиновника с Казахстана, с которым я имела возможность пообщаться лично. В процессе этого общения я услышала очень много интересного. То, что делает наш Казахстан, его воля политическая. Насколько сейчас Казахстан открыто поддерживает и программу снижения вреда, и помогают как-то не репрессировать людей, употребляющих наркотики, а наоборот, есть выход, альтернативы программа лечения. Вот. В общем, я считаю, что у нас Казахстан впереди планеты всей. Встреча в рамках CND – это не только работа в группах и на сессиях. Это еще и возможность увидеть своими глазами, что такое снижение вреда по-венски. Нам удалось попасть на экскурсию в Центр интегрированной помощи наркопотребителям. Мы подходим к центру AIDS Healthy. Это центр помощи наркозависимым людям в Вене. И сейчас мы попробуем рассказать, какие услуги интегрированы в этот сервис, какие организации финансируют, насколько удобно. И постараемся пообщаться с клиентами, если удастся. Венский центр интегрированной помощи наркозависимым – это большое пятиэтажное здание в самом центре Вены. Место, где ежедневно предоставляются услуги 270 клиентам только в рамках дроп-ин-центра. 535 человек каждый день обменивают здесь шприцы. Причем этот сервис круглосуточный и в среднем ежедневно обменивается около 10 тысяч шприцев. Здесь же клиент может получить консультации гепатолога, пульмонолога, кардиолога, психиатра, гинеколога, пообщаться с социальными работниками, получить услуги специально обученных работе с наркопотребителями медсестер, пройти тестирование на ВИЧ, гепатиты, получить горячее питание, остаться переночевать в комфортных условиях, принять душ, постирать одежду, почитать книги. Если клиент этого центра безработный и бездомный, он может стать участником программы, в результате которой получит работу и жилье по истечении какого-то срока нахождения под опекой. В этой комнате клиенты данного центра могут получать заместительную терапию по назначению врача и по согласованию с самим клиентом. Это может быть метадон, медленно высвобождающийся морфин, либо пиримидон. Вот видим дозатор, который в автоматическом режиме наливает ту дозировку, которая указана, предусмотрена врачом каждому индивидуальному клиенту. И здесь также хранятся другие медикаменты, которые назначаются также клиентам, приходящим сюда за помощью. В последнее время в Австрии всерьез обсуждается вопрос возможности внедрения заместительной терапии с использованием героина. Помимо услуг, которые можно получить в этом центре, в Вене есть большое количество других организаций, занимающихся снижением вреда, которые работают в том числе и на улицах, у метро, на вокзалах, в местах большого скопления людей. Есть также лаборатории, определяющие состав наркотиков, которые продаются на улицах Вены. Это делается для того, чтобы предоставить информацию наркопотребителям и позволить им избежать передозировок и отравлений потенциально опасными веществами. Подошел к концу наш визит сегодня в клинику
Главная мысль, которая является лечение вместо наказания. Увидели весь сервис, который предоставляется местным наркопотребителям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, начиная от обмена игл и шприцев, заканчивая лечением гепатита. Ну, впечатление очень сильное. На самом деле финансовая составляющая такова, что год обслуживания этого центра стоит 10 миллионов евро. И правительство Австрии выделяет эти деньги для того, чтобы реализовывать стратегию. Самое, что меня поразило, что наркопотребление в Вене не наказывается уголовно, и по каждому случаю, в случае даже если человек задержан с каким-то количеством наркотиков, первое обращение происходит к врачам. И уже врачи стараются вовлечь каждого человека в программу лечения, профилактики и ухода. Говоря иными словами, позиция лечения вместо наказания является основной в австрийской наркополитике. Этот практичный подход выглядит гуманным и весьма реалистичным. Хотелось бы, чтобы подобные методы были доступны и в наших странах. В течение всей встречи в рамках CND в этом году очень много говорилось о необходимости использования подобных практик. Употребление наркотиков и хранение наркотиков для собственного использования не должно стать причиной для того, чтобы людей сажали в тюрьмы, не должно быть причиной для насилия со стороны правоохранительных органов и не должно быть причиной отсутствия доступа к лечению ВИЧ-СПИДа и других значимых заболеваний. Одним словом, потребители наркотиков должны быть признаны во всех ракурсах прав человека. И это основной месседж сегодняшнего дня.